Всем привет! Я думаю, что настала пора сделать такую рубрику «Ливерпуль Викли». Я понимаю, что у меня блог в основном про нон-лигу, хотя я уже забыла, когда последний раз про нее снимала, извините. Но такой конец сезона, мне кажется, обязывает просто снимать больше про Ливерпуль. Что я и собираюсь делать, и на этой неделе, как вы знаете, было дерби. И в Ливерпуль-то мы сначала и направляемся. Несмотря на вот такое яркое солнце, мы с вами находимся в Ливерпуле, и сегодня здесь будет жарко. Здесь вообще кипят страсти, как вы знаете. И давайте все обсудим же. Ну куда же Ливерпуль без ветра? Вот только вышла, сразу прическа превратилась непонятно во что. А все потому, что надо носить шляпы. Шапки и шляпы. Вот на это и намекает экспозиция за моей спиной. Ну, скажем так, рассказывающая историю головного убора в городе Ливерпуле. Шляпы. Ну вот я вам скажу, если сегодня не выиграют, вот это будет шляпа, самая настоящая. Посмотрите, какая классная. Стиль из доков, и здесь тоже, видите, у всех шляпы. Ну или шапки, или кепки. Музыкальная культура, конечно же. Битлз. Классные шапки. Маккартни, ты чё без шапки? Ну и спорт-стайл. Конечно же, вот Эвертон, пожалуйста. Ну и не только Эвертон, без красных тоже никуда. Ну и, похоже, одного из самых стильных игроков Ливерпуля-то мы с вами и теряем. Трент Александр-Арнольд. Само имя обязывает. Ой, не знаю, ребята, что вообще думать по этому поводу. Не могу ненавидеть Трента. Кстати, хотела посмотреть. Видите Трента? Я нет. А, вот он, вижу. Здесь, невдалеке от обычной автобусной остановки, организован специальный автобус до Энфилда для болельщиков. Вот туда мы, собственно, и идем. Огромная здесь очередь, конечно. Не знаю, может, и пешком было бы быстрее. Но, с другой стороны, ладно, раз уж настроилась ехать на автобусе, поеду на автобусе. Оказалось, что тут две очереди. Одна на автобус, другая на такси. Я, конечно, поеду на автобусе. Dominic Shabbos, la 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 la. Я такого еще не слышала. Переделали песню Эми Макдональд «This is Life» под Доминика Сабаслая. Причем я не очень понимаю смысл. Ну ладно, как это связано? А много сегодня трендов, кстати. На самом деле мурал с Трентом был одним из первых здесь, около Энфилда. Нарисовали его по заказу The Anfield Rap. Liverpool had just won the Champions League in Madrid, and we knew we wanted to do something big to mark that and celebrate it. And so we talked about a few different ideas, but then came up with the idea of a mural. And then we thought, well, what could it be? And then there was a brilliant comment after the game on the pitch when Trent Alexander-Arnold was being interviewed. And he said, like, I'm just a normal lad from Liverpool whose dream has just come true. And that really resonated with us, obviously, as Scousers, obviously, as people who'd had that dream growing up, but not managed to fulfill it, you know, as footballers, but are now sort of seeing it happen as supporters. And so we thought, what a powerful thing to say, and something that would look great up on a wall to maybe inspire, you know, young people who saw it, and to think, well, maybe I can, you know, I can grow up and have a dream and make that happen. В общем, Трент очень гордился этим муралом. Как говорят ребята из Ливерпуля, он тут каждый раз, когда проезжал на автобусе,
показывал на него и улыбался. Ну, человек хочет выиграть кучу золотых мячей, в общем, я не удивлена. Подогрели его, его тщеславие, вот. Should the moral of Trent be removed or not? Difficult question. I think if he goes for nothing, yeah, I'd probably remove it. I think he's won everything with us. Fair play to him. He's a young lad, yeah, he probably wants to go out. But as I said, if he would have said something like that at the start of the season or maybe 18 months ago, then it might be different. But yeah, I'd remove it. Curtis Jones or Conor Bradley instead of him? As a mural? Yes. No. Maybe Arnie Slot on there if he wins the league for us. Мне кажется, цитата на мурале несколько теперь не подходит. На кого мы его закрасим? На Ватару Эндо. Чувак, который вырос в Японии и мечтал играть за Ливерпуль. Не помешало бы сейчас, конечно, такого как Тиаго Алькантара. Только что составы объявили, и нету Алисона. Видимо, сотрясение мозга было чуть серьезнее, чем там все говорили изначально. Так что Келлихер в воротах сегодня. Ну, посмотрим. Болельщики Эвертона. Да что ж такое-то? Но одним из главных вопросов было, кто заменит Трента и Конора Брадли на правом фланге. Сегодня это был Кертис Джонс. И мне кажется, справился вообще отлично. Faisal, how long were you working on the Curtis Jones at right back experiments? And Just from Saturday. Well, obviously, I think the manager mentioned it before the break already. That could be an option. How is he at the moment? How's his head? How's he feeling at the moment? His head's not great because he's injured, and Trent hates being injured. That's the way he is. To be honest, I think that's all he's focused on. Look, it's impossible for us to say that we've not seen all the noise and everyone commenting on it and things like that. But for us, our focus is for him to get back fit and to get back healthy. And once he does that, then hopefully back on the pitch for us. And then, what will happen will happen. And, nobody knows that yet. Ну что ж, была у меня сегодня такая позиция на стадионе, что нельзя было вообще ничего снимать, извините. Поэтому я ничего не показала. Но зато покажу вам сейчас атмосферно, как празднуют фанаты Ливерпуля, надеюсь, если уже все не разошлись. Эвертон уехал.
Conor Bradley or Curtis Jones will be next trend? No, I think Conor Bradley's a very good player, but I don't think again, it's a level difference. It's a drop off from what Trent is. Curtis Jones definitely can't be a right back, and very much can't be a long term right back. Stood in tonight, done well, but no, it's an area that we need to certainly invest in. I actually got a weird feeling that it's not actually over yet, and I think that Liverpool might come back with something a little bit stronger, and he's been very tight-lipped in terms of his delivery of going to Real Madrid, and he's not come out, not said anything, disappointing all round, but hopefully there's something that comes out of it that is a massive surprise for Liverpool fans, but that's very much wishful thinking. Ну что ж, а теперь жаркий день в Лондоне. Сегодня матч с Фулхэмом. Иду неспешно болельщики идут, кстати, к стадиону. Не то чтобы их много, фанатов Ливерпуля еще не видела. В метро только видела. И, как вы знаете, Арсенал потерял очки опять. Причем в игре с тем же Эвертоном. Они так обмениваются соперниками. Посмотрим, как Ливерпуль сыграет с Фулхэмом. Опять не будет сегодня Трента. Травмирован человек. И неизвестно, когда он появится вообще. И появится ли еще вообще в составе Ливерпуля. Я не из тех оптимистов, которые думают, что что-то там еще не решено. Мне кажется, уже все решено, если честно. У меня нет особо никаких прав показывать вам саму игру, но я надеюсь, что если вы болельщик Ливерпуля, вы все это видели и так. Но я стараюсь передать антураж и обсудить важные темы. На этой неделе важной темой был Трент. И, собственно, до конца сезона это важная тема. Поэтому периодически будем к этому все равно возвращаться. Много разговоров о том, что Конор Брэдли в следующем сезоне заменит Трента полноценно. Посмотрим. Много ему аванс выдается. Сегодня его нет. У него тоже была травма, как вы знаете, но в запасе. Вот, пожалуйста, там на заднем плане разминается вместе с остальными запасными. Видите, как тут прикольно на Крейвен Коттедж. Можно смотреть, как футболисты разминаются, никто никого не прогоняет. И тут люди толпятся и снимают игроков. Состав почти тот же самый, только Гакпо вместо Диаса. Все остальные те же, кто играл против Эвертона. Сработало. Игра против Фулхэма показывает, что, в общем, нет, это не решение. Нужно, чтобы Брэдли вернулся как можно скорее, или чтобы Трент остался. Не знаю, насколько это вообще возможно. С другой стороны, сегодня плохо не только Кёртис, сегодня плохие все. Робертсон, Ван Дайк, Канады просто чудовищные, как с похмелья. Что случилось сегодня? Видели ли мы такой сниппет, как Ливерпуль будет играть без Трента? И если да, то это ужасно. Мне кажется, сегодня была ситуация, когда Ливерпуль вышел вперед 1-0. Просто умопомрачительный гол МакАлистера. И то есть я не знаю, насколько в этой ситуации они не расслабились, или просто налажали. Просто была клиническая ошибка Робертсона. То есть эта передача то есть вообще в никуда, потом пытался прибежать, поправить ситуацию, и еще помог и Фулхэму тоже. И вот, может быть, в этот момент Ливерпуль немного поплыл, но опять же ситуация такая, что у Ливерпуля сейчас плюс 11 очков, и это ситуация, когда не надо быть идеальным. Сегодняшний матч не имеет большого значения. В общем, получилась очень противоречивая неделя для Ливерпуля. С одной стороны, победа в дерби, и Арсенал потерял очки, с другой стороны, второе поражение в чемпионате. Первое, напомню, было от Ноттингем Форест много-много игр тому назад.
что тут скажешь? Без правого защитника, конечно, никак. Поэтому Трент. Во-первых, зачем ты травмировался? А во-вторых, ну куда? Мы видели эксперимент с Эвертоном, Кертис Джонс справа, хороший был, кстати, но с Фулхэмом что-то как-то вообще пошло не так. Кто может заменить Трента? Нужно ли покупать игрока? Или вот, Слот дал понять, что Конор Брэдли, only one Конор Брэдли. Мне кажется, мы сегодня, кстати, много видели против Фулхэма, как Конор Брэдли может быть эффективен. То есть это как бы андерлаппинг, подключение в нападение, то есть надо голевую Диасу. Он, конечно, не может просто прямо заменить Трента, потому что это невозможно. То есть просто правый защитник в системе Слота должен будет играть по-другому. Вопрос, опять же, к руководству Ливерпуля, насколько эффективен может быть Салах с другим правозащитником. Если он еще останется. Ну вот это вопрос. То есть не то, что он останется, хотят ли его оставить, потому что мне кажется, он хочет остаться, но хочет ли оставить его руководство и Слот без Трента, грубо говоря. Как это будет потом выглядеть?